Уверен, что многие из вас теряют свои деньги именно во время боковых движений рынка, потому что вы не умеете правильно анализировать боковики. Теряете самообладание, заходите раньше, как итог слив баланса. В сегодняшнем видосе мы полностью исправим эту историю. Вы научитесь грамотному анализу боковых движений, видеть все пробои, все развороты и все выходы из боковиков. И ваша скучная торговая сессия превратится в профит, результат и самообладание. Поехали! Итак, сконцентрировались. Поехали. Все внимание на график. Прямо сейчас мы видим яркий и однозначно нисходящий тренд. Актив снижается, и у этого движения есть закономерность. Падение, пауза, остановка на уровне, опять падение, опять пауза и так до самого конца тенденции. У нас получились с вами 3 ступени, последняя из которых затем трансформировалась в разворот. Видите это на графике. Эти паузы в движении называются консолидациями. И каждый уважающий себя трейдер обязан уметь с ними работать. Их легко увидеть на графике, ведь это буквально горизонтальные или почти горизонтальные движения. Вот такие вот. Суть работы с консолидациями в том, что они не вечны и заканчиваются пробоем. Всегда. Он может случиться в обе стороны. Главная задача для нас, как для трейдеров, вовремя заметить этот разворот. Консолидация, другими словами, это боковик, поэтому мы выделяем уровни, поддержки и сопротивления и ждем их пересечения. Лучше входить на второй свече или увидеть ретест пробитого уровня, чтобы уверенным быть в том, что пробой не является ложным. Давайте разберем консолидацию на примере чуть ниже. Выделили границы, затем было пересечение, 2 свечами ниже можем торговать. Думаю, здесь достаточно объяснения, лучше сменим график и поищем что-то более масштабное. Допустим, здесь. Можем сменить таймфрейм на минутный и увидеть картину чуть под другим углом. Рынок фрактален, поэтому консолидации очень много. Вот здесь она явно присутствовала у нас. Выделяю ее. Скромная остановка на пути тренда. Актив начал расти и после первого рывка замер. Потопав на месте, набрал энергии в виде сделок и пошел вверх. Мы могли с вами поймать момент нового рывка как раз при пересечении границы консолидации. Вот сейчас смотрите внимательно. Я выделяю поддержку и сопротивление этой зоны. Пробитие любой стороны запустит движение. Вот здесь тот самый ложный пробой, выход и возврат обратно за уровень. Поэтому нам и требуется подтверждение. Как вот этот ретест. Цена вышла вверх, оттолкнулась уже от пробитого уровня и пошла расти. Вход на этой свече был бы просто идеальным. Давайте разберем еще что-нибудь. Главное найти консолидацию для примера. Здесь есть кое-что интересное. Друзья, консолидации не всегда будут остановкой перед продолжением движения. Она может быть моментом разворота тенденции. Рынок шел вверх, но пробой вниз развернул все в обратную сторону. Видите? Так что лонгуем при пересечении вверх, шортим при пробое вниз. В целом консолидация — это момент накопления позиций и точка борьбы медведей и быков. Движение идет в сторону тех, кто в итоге оказался сильнее и кого оказалось больше. Ну а теперь давайте комплексный анализ. Видим тут консолидацию, цена явно замерла, но давайте для начала посмотрим на источник. На часовом графике все видно, причем есть своя консолидация тоже. Так, у нас было снижение, оно продолжается и сейчас, но между рывками есть пауза. Выделяю ее границы и понимаю, что мы сейчас на очередном этапе снижения вниз. Картина ясна. В целом котировки еще есть куда падать, а мы можем вернуться к минутному таймфрейму и провести свой анализ. Заходим на минутный таймфрейм, видим ту же самую картину и уже в голове держим информацию о том, что котировка должна скорее падать, а не расти. Смотрим на консолидацию, выделяем ее границу, чтобы ловить момент пробоя в направлении общего тренда. Есть. В целом все, что нам требуется. Тут уже готовая сделка, но нам нужно подтверждение. Не будем сидеть здесь целые 2 минуты, поэтому просто сменим график и найдем что-то равносильно интересное. Поехали!
Итак, друзья, базис консолидации мы с вами разобрали, но достаточно ли этого для полноценной торговли? Конечно же нет. В трейдинге множество подводных камней, о которых вам нужно знать, иначе на дистанции вы неизбежно придете к сливу. Именно о всем том, что так необходимо знать каждому, я рассказываю в своем телеграм-канале. Ссылки оставлены в описании к этому ролику. Переходим и подписываемся. Полезные курсы, полезные гайды в телеграм-канале, а также торговые сессии, в которых вы можете принять участие. Ссылки в описании, я жду вас, а мы продолжаем. Вот, достойный кейс для входа в рынок. Сразу открываюсь в шорт, а уже после покажу вам нюансы. Здесь у нас тренд рос. Остановился. Выделим все эти границы. И мы понимаем, что мы в консолидации. Внутри цена походила. Отлично. Теперь мы видим, что структура нарушена. Есть пробой. Вот и весь анализ, друзья. Консолидация оказалась разворотной. Поэтому ждем дальнейшее снижение до конца экспирации. Думаю, что вы легко повторите это самостоятельно. Консолидации — это регулярно случающиеся ситуации на рынке. Это 70% основная часть. Тренд консолидация, так до бесконечности. Поэтому если вы не научитесь работать с консолидациями, с боковиками, у вас ничего не получится. Ваша задача научиться видеть их на разных таймфреймах и обязательно подмечать пробои уровней. Это самый надежный способ войти в продолжение тенденции, либо в ее смену. Тем временем у нас сделка оказывается в плюсе, прекрасно. Есть смысл найти на графике что-нибудь еще. Давайте займемся этим. Вот, канадский доллар, швейцарский франк. Входим в лонг. Довольно спорный кейс, сейчас во всем разберемся. Как вы уже поняли, это боковик. Осталось всего лишь уточнить детали. Начав с границ обязательно, выделяю их для вас. Теперь подмечу вот этот вот вымпел, который в данном случае является частью формации. После пробоя вниз цена буквально уперлась в видимую зону поддержки. Проторговалась около него немножко, потом крупная заявка выбила рынок вверх, случился откат, коррекция, продолжение роста в рамках текущей версии, да, то есть движение к верхней границе боковика. Торговать внутри консолидации также можно при определенных условиях. В нашем случае это остановка довольно широкая, и она имеет свои составные части. Поэтому здесь в данном случае это уместно. Иногда консолидации схожи. Между собой это тоже можно отрабатывать. Поэтому учитесь, ребят. Сделка в плюсе. Думаю, можем завершить торговую сессию также на этом графике. Вся суть работы с консолидациями уже объяснена мной в этом видео. Ровно поэтому продолжаем торговлю. То есть все, что нам нужно знать, это подтверждение пробоя в виде двух одинаковых свечей, анализ на старших таймфреймах обязательно и торговля именно в консолидации, в самом боковике. Здесь у нас, смотрите, немножко иная картинка. Давайте все тоже прочертим. Вот здесь был боковичок, более крупная, да, консолидация, потом пробой вниз до следующего уровня, выделю его для вас тоже, вот, и отсюда уже коррекция обратно вверх, выпрыгнула обратно. Это дает мне еще больше уверенности в данной моей сделке. Посмотрим, что происходит на минуте. Именно от этого уровня цена отскакивает, понимаете, да, то есть все строится именно на уровнях. Обязательно переходим на старшие таймфреймы, анализируем, понимаем, чертим. Это моменты истины. Моменты истины. Все, друзья, прекрасно. Переходим к итогам выпуска. Поехали. Итак, сегодня мы с вами разобрали, как из хаотичного движения получить более-менее приятную картинку и заработать на этом. Помните, что большие деньги зарабатываются именно в те моменты, когда никто не понимает, что нужно делать. Надеюсь, теперь вы в числе тех, кто точно знает, как вести себя в боковиках. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Всем пока.